Всем привет! Сегодня на тесте топовые компоненты от компании Magnat, акустическая система Signature 1105, усилитель RV4 и дополняет эту шикарную систему новинка от компании Music Hall, проигрыватель виниловых дисков MMF 1.5. Информации очень много, поэтому сегодня я остановлюсь в своем обзоре на акустической системе Signature 1105. Несколько лет назад компания Magnat выпустила флагманскую модель Quantum Signature. Quantum Signature всем хороша, но для того, чтобы оценить потенциал звучания, требовалась очень большая площадь помещения, да и размеры были достаточно большие для обычного помещения. С выходом новой Signature 1109 и Signature 1105, которые сегодня представлены, на мой взгляд, эта проблема полностью устранена. Модель выпускается в двухцветном решении. Это белый цвет и черный матовый лак. Под съемной решеткой на магнитном креплении. Решетка, кстати говоря, очень качественная, изготовлена из МДФ. Установлены 4 динамика. Сверху расположен мидвуфер. В центре объединенный вот такая вот панель твиттер и супер твиттер и вуфер. Для изготовления диффузоров мидвуфера и вуфера используется алюминий, и для демпфирования используется керамика. То есть это чисто магнатовская технология, которая очень хорошо работает. Абсолютная новинка – это использование двух твиттеров объединенных. Они работают в принципе как один твиттер. Работает твиттер в очень широком диапазоне частот, то есть нижний динамик твиттер работает от 2300 Гц до 18500 Гц и супер твиттер от 18500 Гц до 55 кГц. Как это на самом деле, это все, естественно, проверим. Из интересного, это входная мощность, в принципе, можно подсоединить почти любой усилитель, это до 200 Вт. Вес колонок 27,8 кг, то есть очень солидная колоночка. Частотный диапазон от 22 до 55 тысяч Гц. Тоже это все проверим. Педанс заявленный от 4 до 8 Ом, 4-8 Ом, мне как-то это не очень понятно. Поэтому самое первое, что сделаем, это проверим реально, какой педанс колонок, к чему их можно подключать. А это вид колонки снизу. Я уже установил заднюю опорную площадку и два конуса на место. Сейчас я буду устанавливать переднюю опорную площадку. Площадки изготовлены из очень толстого алюминиевого сплава. Поверхность очень качественно обработана. Кромки сглажены, то есть нету ни одного заусенца. И снизу есть защитная прокладочка, которая предохраняет поверхность колонки от царапин. Крепится накладка с помощью вот таких винтов под шестигранник. Но есть штатный ключик, но вот лучше им не пользоваться, потому что вот такой вот есть люфт. И все-таки лучше использовать свой инструмент, чтобы не портить такие красивые винты. Сначала я фиксирую опорную площадку на месте, и затем уже буду ее затягивать. Сверху колонок установлены из такого же сплава, и такая же качественная обработка, пластины. Они имеют очень стильную гравировку, это логотип компании и название колонки. Безусловно, это все придает колонкам стиль и красоту. Дальше я устанавливаю два конуса на место. Преимущество установки вот на опорной площадке очевиден, нежели если устанавливать шипы или конус, например, прямо в колонку. Потому что очень часто не точно устанавливают втулки внутри корпуса, и приходится тратить время на то, чтобы правильно установить колонку, чтобы она не имела люфта. Сейчас я фиксирую конус на месте уже.
Один и второй. Ну и, собственно говоря, почти все, почти. Есть еще нюансы. Значит, теперь есть два варианта. Установить или вот такой резиновый наконечничек, или из металла. Я рекомендую все-таки использовать металлические, они более жесткие, являются более жесткой опорой. Для того, чтобы предохранить напольное покрытие, можно использовать специальные есть шайбы защитные. Или использовать, например, специальную поверхность для установки колонок, как у меня, например, из гранита. Вот, собственно говоря, с этим все. На задней поверхности установлены два Airflex порта с большими отверстиями. Это позволяет получить четкий бас без посторонних шумов. Снизу расположен терминал для подключения колонок к усилителю. Возможно широкополосное подключение или подключение по схеме бимпинг или биваринг. Сейчас я проверю импеданс колонок, используя широкополосное подключение. По конструкции акустической системы это 3,5-полосный фазный инвертор. Я также проверю импеданс каждой секции колонок по схеме подключения бимпинг. Первый график импеданса при подключении верхней секции колонок. Второй график импеданса, когда подключен вуфер. Третий график импеданса – широкополосное подключение. Между секциями установлена перемычка. Импеданс при широкополосном подключении составляет 4 Ома. Импеданс при подключении по схеме бимпинг составляет 8 Ом. При подключении колонок к усилителю, естественно, необходимо учитывать результат измерений. Демонтаж динамиков. Качество крепления динамиков очень высокое. Мидвуфер и вуфер закреплены на посадочном месте через прижимное и одновременно декоративное алюминиевое кольцо. Для надежного крепления динамиков используется 8 декоративных саморезов. Твиттер и супертвиттер установлены на толстой алюминиевой панели. Панель крепится к корпусу 4 декоративными саморезами. Для внутренней разводки в качестве соединительных проводов использованы провода компании Olbach. Клеммы на проводах имеют замки. Это позволяет сделать соединение надежным. А это вид колонки без динамиков. Внутренняя полость колонки заполнена звукопоглощающим материалом. Внешний материал напоминает синтепон, но имеет другую специальную структуру. После удаления звукопоглощающего материала видно, насколько серьезно инженеры подошли к изготовлению корпуса. Стенки корпуса и перегородки изготовлены из МДФ высокой плотности и имеют толщину 27 мм. Соединения панели хорошо проклеены. Стенки корпуса имеют дополнительное усиление при помощи брусков. В центральной части корпуса за низкочастотным динамиком установлен кроссовер. В нижней части корпуса размещены порты фазы инвертора. Сейчас можно увидеть, как устроены колонки внутри. Вуфер и мидвуфер – это два одинаковых динамика с двумя магнитами. Использована модель MM170A AL885D. Диффузор сэндвич из алюминия и керамики. Для сохранения высокой прочности на изгиб Магнат использует фирменную технологию контроль изгиба диффузора – контроль Flexing Kern. Еще одна особенность – это использование литой алюминиевой корзины. Мало кто знает, что компания Магнат в 1976 году первой в мире стала выпускать для динамиков литые алюминиевые корзины. На графике результаты измерения параметров стиля Смола
вуфера и мидвуфера. Основные параметры – это высокая чувствительность 89,6 дБ Вт на метр, низкая общая добротность КТС 0,341, низкая резонансная частота 42,8 Гц, достаточно низкая масса подвижной системы 14,6 грамма. Можно сказать, что параметры телесмола идеально подходят для конструкции корпуса фазоинвертора. Все компоненты кроссоверов размещены на одной плате. Компонентов вроде бы много, но 8 компонентов относятся к режекторным фильтрам и цепям компенсации импеданса. Схемотехника. Цепь вуфера. В цепи сигнала стоит только один компонент – катушка индуктивности L1. Цепочка R2C2 сохраняет для катушки L1 постоянную нагрузку, и катушка работает должным образом. Цепочка L1, R1, C1 – это режекторный фильтр. Настроен он достаточно на высокую частоту. Наличие этой цепочки вызвано необходимостью сохранить фазовые характеристики по отношению к мидвуферу. Вторая часть кроссовера подключена к верхней части клеммной колодки. Внешняя схема кроссовера цепи мидвуфера очень похожа на цепь кроссовера вуфера. Но режекторный фильтр настроен ниже и совместно с катушкой L1 обеспечивает спад амплитудных частотных характеристики 18 дБ на октаву. В цепи сигнал до динамика проходит только через катушку индуктивности L1. Кроссовер твиттера – полосовой фильтр. В фильтрах высоких частот это кроссовер третьего порядка, фильтр низких частот первого порядка. Кроссовер супер твиттера на самых высоких частотах работает как кроссовер первого порядка. Следующий график показывает, как работает кроссовер на реальную нагрузку. Картинка, можно сказать, почти идеальная. Акустический срез по частоте несколько отличается от электрического. В клеммной колодке вместо металлических перемычек использованы проводные перемычки. Использование проводных перемычек значительно облегчает коммутацию колонок. Надежность крепления и качество соединения у проводных перемычек лучше, чем у обычных металлических перемычек. В нижней части алюминиевой панели твиттеров есть стильная гравировка «Магнат». Твиттеры очень близко расположены друг к другу и имеют отличное амплитудно-частотное и фазовое согласование. Согласующие рупора для твиттера и супертвиттера выточены в алюминиевой панели. Для идеального согласования частотно-фазовых характеристик твиттера оптимизированы и по высоте установки. Важная деталь – верхняя часть купола супертвиттера для воспроизведения сверхвысоких частот должна быть выше панели объединенных твиттеров. Твиттер с широким подвесом имеет мягкий купол для лучшего согласования со средними частотами. Купол супертвиттера должен быть достаточно жестким для воспроизведения ультравысоких частот. В верхней части панели установлен значок, подтверждающий, что акустическая система сертифицирована для воспроизведения файлов высокого разрешения. И еще могу добавить воспроизведение виниловых дисков. Давайте посмотрим на спектр записи винилового диска и компакт-диска. Первый источник – виниловый диск. Штатный картридж Music Hall MMF 1.5, оцифровка 24 бита 96 кГц. Спектр частот доходит до 40 кГц, компрессия низкая. Второй источник – компакт-диск с хорошей записью. Спектр частот упирается в 20 кГц, компрессия высокая. Как видите, сравнение далеко не в пользу компакт-диска. Твиттер имеет достаточно низкую резонансную частоту 825 Гц и низкую добротность. Резонансная частота супертвиттера 1,93 кГц. Добротность высокая, но и рабочий диапазон выше резонансной частоты в 8 раз, так что нет никаких проблем. Сейчас я измеряю АЧХ. Выходная мощность 1 Вт, расстояние 1 метр. Измерение приходится проводить в два этапа. На первом этапе снимается АЧХ до 450 Гц, используется скробирование сигнала. Измеряется только сигнал от купола или диффузора динамика, отраженный сигнал не учитывается. На втором этапе из-за ограничения площади помещения снимается амплитудно-частотная характеристика в ближнем поле – вуфер, мидвуфер, порты фазы инвертора. Затем результат пересчитывается для расстояния 1 метр
и суммируется с первым графиком. Далее приведены результаты измерений. Микрофон имеет калибровку или калибровочный файл от 20 Гц до 40 тысяч Гц. Поэтому на частотах выше 40 тысяч Гц я не могу гарантировать точный результат. В диапазоне частот от 10 тысяч Гц до 40 тысяч Гц АЧХ образцово-показательная. Пожалуй, это лучшая АЧХ в области высоких частот из всех измерений, что мне приходилось делать. Есть небольшой некритичный спад АЧХ до минус 2 дБ в области частот от 2500 Гц до 7000 Гц. Это объясняется допустимым разбросом параметров компонентов 5% в кроссовере высоких частот. На графике напряжения кроссовера это хорошо видно. Это не является просчетом инженеров, скорее наоборот. Кроссоверы компании Magnat с технической точки зрения и по исполнению одни из лучших. Кроссоверы хорошо оптимизированы по частотным и фазовым характеристикам. Для проверки можно использовать импульсный сигнал. На больших колонках динамики далеко разнесены друг от друга. На расстоянии, например, 1 метр получить собранный сигнал невозможно. На видеофрагменте это хорошо видно. На точке прослушивания, это приблизительно 2,5-3 метра от колонок, а расстояние между колонками в моем случае 2,8 метра, все встает на свои места. Микрофон четко фиксирует абсолютную полярность сигнала. На стоп-кадре это хорошо видно. Первый кадр – расстояние 1 метр, импульс размыт. Второй кадр – расстояние 2,7 метра от колонок, 3 импульса, положительная полярность. Третий кадр – расстояние 2,7 метра от колонок, 1 импульс, отрицательная полярность. Для оценки работы влияния супертвиттера на общее звучание системы были приглашены обычные слушатели. Слушателям предлагалось послушать фонограммы, источник Super Audio CD, классика. Я им говорил, что во время прослушивания я буду менять некоторые настройки, там ручки крутить. И если кто-то что-то услышит, сказать стоп. На самом деле, конечно, никаких ручек я не крутил, просто в определенный момент одновременно с двух сторон перекрывались два супертвиттера. Реакция примерно полсекунды-секунду, стоп. Вопрос, что изменилось? А стало все вот как-то вот так вот и стало как-то вот так. То есть даже обычный слушатель хорошо определяет работу супертвиттера. То есть супертвиттер действительно передает хорошо расположение инструментов, хорошо передает пространство. Я уже не говорю о супервысоких частотах, потому что специально брали фонограммы, где хорошо передается пространство, но очень мало высоких частот. Каждый может проделать этот эксперимент, но надо быть осторожным, потому что купол выходит за границы площадки.